Всем привет! Вяжем сегодня узор для жакета. Для примера нам надо набрать 16 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Плюс 2, вот эту петельку держим, 2 петли подъема, заходим в ту петельку, которую придерживали, и вяжем столбик без накида. Одна воздушная петля, пропускаем одну петельку внизу, заходим в следующую, провязываем 2 столбика без накида в одну точку. Одна воздушная петля, одну петлю пропускаем, заходим в следующую, 2 столбика без накида из одной точки. Одна воздушная петля, одну петлю пропускаем, заходим в следующую, провязываем 2 столбика без накида. Одна воздушная петля, одну петлю пропускаем, заходим в следующую, вяжем 2 столбика без накида в одну точку. Одна воздушная петля, одну петлю пропускаем, заходим в следующую, провязываем 2 столбика без накида. Одна воздушная петля, одну пропускаем, и в последнюю вяжем 1 столбик без накида. Первый ряд связан, вяжем второй. 4 воздушные петли подъема. Это для ряда. Одну воздушную петлю для рисунка, как по узору, переворачиваем. И теперь там, где у нас были воздушные петли, мы будем вывязывать воздушные пышные столбики из 5 столбиков с двойным накидом. Как это делается? Пышный столбик из 5 столбиков с двойным накидом. Мы делаем двойной накид, заходим в то место, еще там одна вершинка будет. Заходим вот где у нас была в предыдущем ряду воздушная петля, вывязываем столбик с двойным накидом и оставляем на крючке. И так делаем 5 раз. Мы сейчас один провязали, второй столбик с двойным накидом оставляем на крючке, третий столбик с двойным накидом оставляем на крючке, четвертый столбик с накидом оставляем на крючке, не провязываем, и 5 столбик с двойным накидом оставляем на крючке. На крючке у нас сейчас 6 петель. Мы провязываем это все и закрепляем. И вот что у нас вышел столбик, пышный столбик из 5 столбиков с двойным накидом. Дальше мы заходим в следующую арочку, вот она у нас, и провязываем 5 столбиков с двойным накидом. 1, 2, 2, 3,
4, 5. На крючке у нас 6 петель. Мы провязываем это все одной петлей и закрепляем одной воздушной. Дальше мы пропускаем 2 петли, заходим в арочку и провязываем 5 столбиков с двойным накидом. 1, 2, 3, 4, 5. На крючке 6 петель, мы провязываем все одной петлей и закрепляем одной воздушной. Вот что у нас получается. И так до конца ряда. Мы здесь пропускаем, заходим в арочку из воздушной петли предыдущего ряда, провязываем столбик с двойным накидом, 5 столбиков с двойным накидом из одной точки. 3, 4, 5. На крючке 6 петель, мы провязываем одной петлей и закрепляем одной воздушной. Вяжем дальше. Пропускаем 2 столбика без накида в предыдущем ряду. Заходим в арочку и провязываем 5 столбиков с двойным накидом с одной вершинкой. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. На крючке 6 петель. Мы провязываем все одной петлей и закрепляем одной воздушной. И у нас получается последняя по схеме. Схема будет в контакте. Пропускаем 2 столбика без накида, заходим в арочку, провязываем 5 столбиков с двойным накидом. 3, 4, 5. На крючке 6 петель, провязываем одной петлей и 1 воздушная. Делаем двойной накид и закрываем второй ряд столбиком с двойным накидом. 1, 2. Мы выровняли ряд. Мы провязали второй ряд. 2 воздушные петли, переворачиваем работу, так выглядит это сзади, и вяжем третий ряд. Заходим в первую, вот сюда. У нас получается, вот здесь была воздушная петля, вот сюда прям в первую провязываем столбик без накида, 1 воздушная. Тут вот, где у нас между элементами, вот этими шишечками,
арочка. Сюда провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. 1 воздушная. Опять между элементами провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. 1 воздушная. Между шишечками провязываем 2 столбика без накида. 1 воздушная. Между шишечками провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. 1 воздушная. Между шишечками провязываем 2 столбика без накида. 1 воздушная. И вот здесь у нас получается, вот тут было 4 петли подъема в предыдущем ряду. Мы провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Мы провязали 3 ряд. 4 воздушные петли подъема, 1 петля для рисунка. Поворачиваем работу и повторяем 2 ряд. Мы заходим. У нас вот тут вот между столбиками без накида была 1 воздушная петля. Мы сюда провязываем 5 столбиков с двойным накидом. 1, 2, 3, 4, 5. На крючке 6 петель, провязываем все 1 петлей, 1 воздушная. У нас получается 2 ряд. Повторяем то же самое до конца ряда. Мы заходим между группами из 2 столбиков без накида в арочку и провязываем 5 столбиков. Вывязываем пышный столбик из 5 столбиков с двойным накидом. 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 5 столбик. На крючке 6 петель, провязываем все 1 петлей и 1 воздушная. Пропускаем группу из 2 столбиков без накида и провязываем пышный столбик из столбиков с двойным накидом в количестве 5 штук с общей вершинкой. 3, 4, 5. На крючке 6 петель, закрываем все 1 петлей, 1 воздушная. Пропускаем группу из 2 столбиков без накида. Заходим в арочку между этими элементами и провязываем 5 столбиков с двойным накидом. 3, 4, 5. На крючке 6 петель, закрываем все, провязываем 1 петлей, 1 воздушная. Пропускаем 2 столбика без накида и провязываем пышный столбик.
1, 2, 3, 4, 5. На крючке у нас 6 петель. Провязываем это все одной петлей. 1 воздушная. Пропускаем 2 столбика без накида, заходим в арочку и провязываем пышный столбик из 5 столбиков с двойным накидом. 3, 4, 5. На крючке 6 петель. Провязываем одной петлей 1 воздушная. И в конце ряда мы провязываем вот сюда в край. Вот тут у нас был столбик без накида. Мы провязываем столбик с двойным накидом. 1, 2. Выровняли ряд. Вот такой получается рисунок. Ничего, такой моднявый. 2 воздушные петли. Поворачиваем работу и повторяем 3 ряд. Мы провязываем прям в первую петелечку столбик без накида. 1 воздушная. Между арочками мы провязываем 2 столбика без накида. 1 воздушная. Между арочками провязываем 2 столбика без накида. 1 воздушная. Между арочками провязываем 2 столбика без накида. 1 воздушная. Между арочками 2 столбика без накида. 1 воздушная. И опять еще раз 2 столбика без накида и 1 воздушная. И сюда в край мы вывязываем 2 столбика без накида. Для чего? Для выравнивания края. Набираем 5 воздушных петель, поворачиваем работу и провязываем столбики, пышные столбики. Как это делается для вновь прибывших? Мы, значит, делаем двойной накид, пропускаем группу из 2 столбиков и заходим в арочку и провязываем 5 столбиков с накидом, с двойным накидом. Но мы не довязываем их до конца, а оставляем, не довязываем 5 столбиков с двойным накидом. 3, 4, 5. На крючке 6 петель, провязываем это все одной петлей, закрепляем 1 воздушной. Пропускаем группу из 2 столбиков без накида, заходим в арочку и провязываем, не довязываем 5 столбиков с накидом, с двойным накидом. 3, 4,
5. На крючке 6 петель провязываем все одной петлей и закрепляем одной воздушной. Пропускаем группу из 2 столбиков с накидом, заходим в арочку и вывязываем пышный столбик. 2, 3, 4, 5. На крючке 6 петель провязываем все это одной петлей и 1 воздушная. Пропускаем группу из 2 столбиков без накида, заходим в арочку и провязываем еще 1 пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. На крючке 6 петель провязываем все это одной петлей и закрепляем одной воздушной. Очень красивая шапка получится и жилет для ребенка. Пропускаем группу из 2 столбиков без накида и вывязываем в арочку пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. На крючке 6 петель провязываем все это одной петлей, зацепляем одной воздушной. Пропускаем 2 столбика без накида, заходим в арочку и вывязываем последний столбик, пышный столбик. Рисунок повторяется. Раппорт рисунка здесь 2 ряда. Один состоящий из столбиков, второй из столбиков без накида. Схема будет ВКонтакте рядом с видео. На крючке 6 петель закрываем, 1 воздушная, и в конце этого ряда всегда столбик с двойным накидом в столбик без накида предыдущего ряда для выравнивания края. 2 воздушные петли и повторяем 3-й ряд. Вот такой вот интересный узор. Лицевая сторона, изнаночная. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой новый канал. Пока-пока.